Всех приветствую. Запишем обновление обзора криптовалют. За сегодня это уже второй раз. Первый раз записал, но звук почему-то совсем не записался. Я просто говорил в тишину. Давайте посмотрим. Еще раз проговорю то, что уже говорил, но по-быстрому. По биткоину прогноз актуален. Идем в рамках нашего предполагаемого движения. Вот эта желтая линия – это тот уровень. Если мы его пробиваем, тогда стоит уже рассматривать какой-то другой вариант. Пока мы идем вниз, отмеченная зона актуальна, и данный прогноз нет смысла менять. Все в силе. Давайте дальше. Эфириум. По эфириуму также я отметил зону, которую если мы пробиваем, линию, которую если мы пробиваем, то прогноз отменяется. Пока идем вниз, актуальна расчетная зона, вот на данных уровнях, и мы идем в ее сторону. Пока все тоже в силе, прогноз тот же самый. По риплу немного передвинул точки в сторону, но смысл тот же. Вот этот весь флэт, он идет в рамках волны 4, и ничего здесь не меняем. Прогноз все тот же, снижение вниз, после чего рост. Если же мы не пробиваем вот данный уровень в 0.5 и выше, тогда уже стоит уже пересмотреть наш прогноз и подумать, что это у нас такое будет развиваться дальше. По Dash я здесь построил расчетную зону. Основывается она на том, что волна B закончилась здесь. Однако же расчетная зона для волны B вот здесь, как вы знаете из прошлых прогнозов. Но по структуре мы прошли так же, как и по другим монетам, но не добили по цене. Поэтому B я ставлю здесь, расчетная зона для нее на уровнях 137-138 начинается. Также основное движение предполагается это снижение с пробитием пика волны А. Альтернативный же сценарий это то, что мы все-таки пойдем отрабатывать расчетную зону волны Б. И здесь у нас будет волна Б вот так, докуда бы здесь не дошло. После чего уже пойдем в волну С, и естественно расчетная зона будет другой. Пока его не рассматриваю как основной вариант, это то, что мы завершили волну Б. Смотрим дальше аду. Здесь у меня всякие рисуночки. Давайте я их удалю, еще раз нарисую с пояснениями. Разволновка, которая здесь была, я удалил, так как она сломалась еще одно или два видео назад. Сработали стопы. У меня небольшой плюс, у кого-то может быть в минус. Это нормально. Стопы в трейдинге, это нормально. Что делать сейчас? Кто вне позиции, как я, входить пока рано. Нужно получить хороший заходной импульс. На откате входим и дальше идем. Если рассматривать более подробно данное движение, да, оно похоже на импульс. Однако же хороших объемов нет, но по структуре это очень похоже на импульс. Что делать, если вы боитесь остаться без ада? Теперь восстанавливаем тот рисунок, который у меня был. Можно покупать хоть здесь на расчет то, что мы пойдем выше. Но стоп вот сюда, за начало волны. На что здесь идет расчет? Расчет здесь идет на то, что это начало волны 5, 1, 2, 3, 4, 5, туда идем. Еще раз повторяю, по структуре здесь пятиволновой импульс, который может являться волной 1, после чего все пойдет наверх. Но по другим факторам, которые я вижу на графике, они не до конца подтверждают, что это заходной импульс. Поэтому, если нужна более надежная сделка, здесь входить не стоит. Если же боитесь остаться без монеты, по вашему желанию, опять-таки, я никому ничего не рекомендую. Вход, стоп, ожидаем профит. Срабатывает стоп, значит ждем другой вход. Такой план. Дальше смотрим Polkadot. По Polkadot я уже не помню, что я здесь менял, но смысл в том, что все идет по плану. АБ отработали, идем вниз в С. Ближайшая зона отмечена. Ранее отмеченная проторговка, которая имеет значение, она совпадает с расчетной зоной. Так что не удивлюсь, если пойдем даже ниже этого графика, даже ниже этой границы. Пока что минимальная цель вот здесь. Дальше смотрим BNB. По BNB я здесь размечал два варианта. Давайте еще раз их проговорю, раз уж у меня не записался голос. Первый вариант, видите на экране, это WXY в расчетную зону. Опять-таки проторговка совпадает с расчетной зоной. Минимальная цель вот сюда.
Второй сценарий, какой здесь может быть, это треугольник. Вполне вероятно, пока он еще может быть, это то, что здесь прошла волна W, а здесь не зигзаг, а А, Б, С, Д, Е там и вниз. Ну, может быть, даже D сюда может прийти куда-нибудь. Потом D и дальше вниз. Что это меняет? Единственное, что это меняет, это уровень расчетной зоны. Там, где закончится волна Е, оттуда будет и высчитываться расчетная зона. Если считаем отсюда, как в основном варианте, то вот она, расчетная зона. И если же будет данная точка ниже, в волне Е, то расчетная зона будет ниже. Там же посчитаем. Такие два сценария, в любом случае, нисходящих прогноз по BNB. Монета из комментариев набрала больше всего лайков. Чтобы вашу монету рассмотрели, вы можете также писать в комментариях название монеты, собирать под ней лайки, сами лайкать, не знаю, друзей просить лайкать, и тогда я ее рассмотрю в следующем прогнозе. Ну, есть неплохой читерский ход, это просто отправить донаты в комментариях, попросить посмотреть абсолютно любую монету. Кстати, большое спасибо тем, кто присылал донаты, очень приятно, спасибо. Так, а что у нас по биткоин кэшу? По биткоин кэшу у нас из прошлого прогноза была разволновка импульса. Я ее немножко передвинул, потому что вот все, что прошло с прошлого прогноза, это вкладывается в волну 4. Здесь хаи не пробиты. Здесь также может быть и треугольник, и обычная АБЦшка. АБЦ, и мы идем вниз искать дно. Что здесь еще может быть? Это треугольник АБЦДЕ. Ну и по аналогии с BNB, если будет треугольник, то будет считаться от точки Е, и будет нисходящее движение уже с расчетной зоной пониже. Далее можно будет это все посчитать. Пока основной сценарий вот такой, что мы идем также вниз в рамках волны 5. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои монеты для рассмотрения. Всем удачи, счастливо, удачной торговли.